Какое дело, какой пробегу и вообще, в принципе, вселенной. Хороший велосипед, очень красивый. Драфтят. На физкультуре в школе только был спорт и все. Где-то 170 грамм углеводиков. Маленькая акула света. Ты такая умница, давай, давай, давай! Пуля! Курить когда начала? Ну, лет 14-15. Только нет, это не вставляй, это папа посмотрит. Еду на Ironman Турция в качестве не спортсмена, а тренера. Там выступает у меня 5 атлетов. И это тоже будет выступать. И это видео про нее, про ее старт. Вот, а пока еду до места старта, 120 километров от Алании до Белека. Мы добрались до Светиного старта. Вот Land of Legends. Вот мой конь, который меня доставил сюда. Вот наш домик. И Света уже за работой. Вот так вот. Айронменщики работают, оказывается. Мы еще даже не кушали. А идем первым делом получать... Что? Слот. Ironman. Вау! Вау! Ты довольна уже? Да. Вау! Очень красивый. И смотри, футболку тебе дали? Да. Довольна? Да. Старт у тебя? А почему у меня углеводная загрузка? Соревнуешься, но толстеешь. Страшная правда только что прозвучала. С фоткой как? Фоткой как... Ну, вот так примерно. Нормально будет? Спорт! Зачем мы сюда приехали? Зачем я сюда приехала? Зачем? Скажи, зачем? Зачем я здесь? А вы что вот нервничаете вот это вот все? Я что? Вы что? И кому вообще какое дело, какой пробегу и вообще, в принципе, вселенной? Какое дело? Иначе реально, вот ну зачем? Кайфуйте. Жизнь до дна. Все сказано этим. Тебе сколько? Всю пачку? Сколько сестры? Как тебе нравится подготовка к Ironman в таком стиле? Да. Тем больше углеводов, тем больше Жира. Энергии. второй вариант. Молодец. Буся, ты шаришь? Шарю. Я вот не шарю. Тут же нет никаких даже опознавательных знаков. Так же и в триатлоне у тебя будет. Там есть знаки. Осталось меньше суток до старта. И снова едим. Наверное, пока нет. Собираем велосипед в Свете. Так, собрали Свете велосипед. Выглядит он вот так. Хороший велосипед, очень красивый. Я слышала смешок. Почему вы смеетесь? Никто не смеется. Сан, бисиклет, турки. Хотя турки сами что-то как-то смеются над ним почему-то. Ну, не электроника, механика. Вот парафиновая цепь. То есть надо ее сейчас... Ватый руль. Ну, самый простой вынос. Уменьшили максимально, потому что Свете рама великовата. Это ее первый велосипед. И она его купила, ну, какой был в Турции. Так, все круто. Здесь поставят компьютер. Здесь
Хотели ручки поставить, но не успели обкатать, да и как-то нестабильно он выглядел, особенно первый раз на диске поедет. Вот такой вот конь. Ты сама готова на таком коне? Кони раздавать? Да. А, не я же гость программы. Всем привет, меня зовут Богдан Коваленко, я тренер по триатлону, профессиональный триатлет на длинные и средние дистанции. Да, мне почему-то мне по-прежнему смешит эта ситуация, что я оказалась в триатлоне на средней дистанции. Получилась подготовка какая-то суперестественная, то есть, ну, фактически прям подготовки не было. Ну, как сказать, целенаправленной подготовки под старт не было. То есть мне не было в планах здесь участвовать, я до последнего не знала, что я здесь буду участвовать. То есть я просто тренировалась, как тренируюсь. Единственное, что бассейн добавился, когда уже я поняла, что я точно буду участвовать, я вот абонемент в бассейн купила. Вот. С точки зрения вело и бега у меня, в принципе, как была подготовка, так она и есть. И тут даже независимо от старта я так и тренировалась. Что про экипировку можешь свою сказать? Ну, так как я триатлоном не занимаюсь, экипировка у меня почти вся твоя, Богдана. Готова? Трясют Богдана. Чуть-чуть больше, чем нужен, но в целом нормально. Гидрик Богдана, шлем Богдана, колеса Богдана, велик мой, седло, сиденье Богдана. Все, идите кататься. Очки плавательные мои. Ну, посадку мы уже выставили. Посадку выставили. До последнего меняли там всякие штучки, но вроде сейчас самое удобное. Кроссовки у меня быстрые должны помочь бежать. Что еще? Туфли, да. Да, попробую эту повязочку. Omnius. Этот шлем мне муж купил, точнее себе купил и мне дал. Твой первый Ironman. Надеюсь, последний? Возможно. Ну, полную надо будет сделать лет через 10. Хорошо. Вроде все, да? Да. Гель, чтобы выпить сразу. Очки, но я уберу чехол, просто сейчас донести. Где-то 170 грамм углеводиков. 170? Да. И повязку тоже достану, сейчас донесем. Все, тогда пойдем в транзитку. Как твои родители к этому относятся? Они не знают. Когда я сообщила про то, что я в плавательном этапе участвую, мама смеялась минуты 2, наверное, по телефону. Потому что, ну, чтобы понятно было, насколько я не занимаюсь плаванием, что даже моя мама очень смеялась. Сейчас позвоним и послушаем, как они к этому относятся. Сейчас им сообщу. Давай. Алло. У вас что новенького? Да, ничего, завтра вот я в триатлоне поучаствую. Ну, вот эти 1,9 плыть, 90 ехать, там 21 бежать. Обалдеть. Зачем тебе это нужно? Такая реакция у тебя сдержанная. Уже не удивляешься? Нет, удивляюсь, но молчу. Слов нет. А чё бы нет? Нет слов. Это вообще просто слов нет. Я просто на работе. Не могу реагировать. Ой, вообще, конечно, что-то. Приехали. Да. А ты меня видишь? Привет. Здрасте. Привет, здрасте, Богдан. А что там написано на плакате? Опять Ironman? Ironman. А кто будет участвовать? Ты что ли? Да, я Ну, не половинки. эстафету, а всю буду делать. Подсела, а? Акула. Маленькая акула света. Написание. Ну что? Теперь меня смущает, почему все так долго. Я просто поставила, повесила. Это просто я видел сторис, был как экспириенс. Потом что-то. Ну что, как тебе утреннее пробуждение в 5? Выспалась.
Я буду psихологически атаковать, раз физически не могу. Evet sıcaklarımız, ilk sıcaklığımız 22,8 derece. Пошла искать свой велик, чтобы бутылочки поставить. Что там еще Богданского колеса проверить? Ну, вроде не сдуто. Так, ну вроде все поставила, все проверила, что мне сказали. Выхожу. Здравствуйте, участник. Здравствуйте, здравствуйте. Вы там все сделали? Да. Что снимаешь? Красоту. Вот это что ли? Да. Да. Согласен, неплохо. Разминаешься? Ladies and gentlemen, we have 10. Clap, 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 clap. Everybody make some noise. Are you ready? Ребята стартанули, Света не уверен, что где-то, может, стоит. Вот. Надеюсь на лучшее, очень переживаю. Сегодня спал всего 3 часа. Как вообще сложилось, что ты начала плавать? Ну, в детстве меня пытались отдать на плавание, ну, просто не профессионально, конечно, а в секции, там, вот всем, наверное, пытались родители как-то досуг организовать, и меня пробовали отдать вот в секцию плавательную. Все, что я оттуда помню, это что было мерзко, холодно, хлорка, грубые тренеры, я вообще не умела плавать, мне было очень страшно, то есть я даже держаться на воде не научилась, и все, и больше я не плавала. То есть... Сколько прошло перед тем, как ты стала учиться заново? Не знаю, лет 25. А потом вот мы с тобой стали ходить, ты плавал, и просто мне стал показывать, типа, можно так, вот. Мы с тобой стали чуть плавать, но мы даже не учились. Ты пытался меня расслабить в воде, и мы сначала начали делать упражнения. Ну, это как упражнения? Ты вот говорил, опуститься на дно, типа, на задержке дыхания или на выдохе. Ну, чтобы вот такие упражнения. Мне даже это тяжело давалось. Я, помнишь, не могла опуститься, да. Светочка, молодец, умница, давай, умница, давай, пошла, чуть-чуть. По 2:17, офигеть. Она в Самарканде проплыла по 2:50, по-моему. Сейчас 2:17. Крутяк. Чуть-чуть осталось кружок. У меня была эстафета тоже 73 в Самарканде. Я и плавание, я реально плыла там и думала, как я здесь оказалась вообще. Ну, мне было, с одной стороны, смешно, я даже вначале реально дыхание сбивалось, потому что я хихикала, когда начинала плыть, потому что я еще и нырять не умела. Вон Света заканчивает плавательный этап. Там просто она очень быстро и плывет для себя. Светочка, ты умница вообще! Ракета! Давай, умница, пошла! Умничка! Правильно, все, снимай. Добежал. Короче, ну это было смешно. Вот, но я помню, что я выплыла и думала, господи, как хорошо, что мне сейчас не надо ехать на велике. Ты такая умница, давай! Пуля! Так, и когда начала велосипед подключать, и как это вообще произошло, почему? Я сама не помню. Вот я пыталась сегодня вспомнить, я думала об этом вопросе. Точно было, когда я приехала в Аланию, ну, я тогда просто бегала. Велосипеды у меня, возможно, вот знакомый Рома,
каталась на велосипеде, и, возможно, он заронил зерно именно про велосипед. Ну, то есть я стала просто, в принципе, узнала, что можно на велосипеде кататься. А потом просто почему-то решила, что пора мне купить велик. И вот на день рождения купила велик турецкий. Пришла здесь в магазин, единственный, который мне предложили. Который на заднем плане. Который на заднем плане. Вот это, да, велосипед. Наверное, 3 года назад я его купила. Первый год практически вообще не каталась. Он у меня стоял, ржавел, ты его видел, в каком он состоянии. Я, может, 5 раз в год максимум выезжала. Ну, так, чтобы сразу вот на 100. Что ты сейчас делаешь, что тебе тогда казалось невозможным? Сейчас я, вообще легко катаюсь одна, во-первых. Ну, то есть я себя достаточно уверенно чувствую в плане там. Но даже про контактные педали я сейчас вообще не думаю, что это какая-то... Раньше я думала, ехать на них, с ними или в обычных кроссовках, типа, насколько сейчас... Не боюсь ездить в горы и отбиваться от собак, потому что могу отрывать руку от руля и сопротивляться. И велоработы начала делать. То есть я раньше вообще не знала даже, что на велике есть какие-то работы, как это вообще делать. Сколько сейчас? 350 ватт на минуту. Потом горка закончилась. А теперь делаю регулярно работы, и при этом они основаны на мощности, не на скорости, не на пульсе, а на мощности. Велики тоже огромный прогресс сделала, как со 180 ватт пороговой мощности она махнула на 220. Мы делали тесты, вот лактат показывает, то есть лактат это как раз индикатор, который показывает пороговую или другие мощности. Вот, и очень радует ее прогресс. Надеюсь, она получит результат, на который рассчитывал или который ее порадует. Я, конечно, слышал, что на Ironman Турции драфтят, но воочию это увидеть прикольно. Давай, колесо держи. Да, трындец. Но мы со Светой договорились, что она не будет, или постарается отставать от пачки, если она будет впереди. Ну да, такая трасса. Молодец! Ты такая умница, давай, молодец, супер, вообще ракета. Аккуратней, тут уже слазить надо. Умничка, хорошо. Я горжусь тобой, давай. Самый любопытный у меня бег, в плане того, что как я себя буду чувствовать после велика. Право, направо. Умница, вообще, супер. Давай, беги. А почему пришла в спорт? Зачем? Увлеклась альпинизмом и умирала в горах. Прям очень тяжело было. И потом мне инструктор один сказал, что вообще, в принципе, основная тренировка для альпинизма — это бег, для выносливости. Плюс, естественно, для того, чтобы похудеть. Это прям до работы, утром часов в 7 утра, кружочек вокруг района. Мне казалось это бесконечностью, а по факту это было меньше 3 километров, наверное. С темпом, 8 минут на километр. Я тогда еще очень поправилась. Сколько лет ты только одним бегом занималась? Наверное, года 2-2,5. Ты такая умница, просто невероятно. Вообще. Вперед! Умница! Не назад, а вперед! Умница! Самая лучшая, самая сильная! Молодец! Вообще очень сильная. Я тебя жду на финише, очень люблю. Давай. С велика Света приехала 2:41 вроде.
Ну, это очень сильно, но она после транзитки сказала, что у нее мощеметр не работал, и она ориентировалась просто по ощущениям. Но мы, в принципе, так и тренируемся. В первую очередь ощущения. Вот, и она проехала со средней 33, по-моему. Это солидно. Очень на шоссейном велосипеде, тем более. И без пачки, потому что драфтить она не собиралась и не будет. Потому что я тренер, наверное. Вот. А сейчас она уже последние полкруга добегает и финиширует с результатом просто офигенным для первого триатлона, при этом, что тренироваться в плавании начал только полгода назад. Keep going. Run. Svetlana. Well done, relay team. Nice work, Carrie. Что-то не получилось у меня снять ничего. Она слишком быстро прошла. Блин. Самая приятная часть, да? Блин, это очень круто. О, боже, что-то мне плохо стало сейчас. Справляется. Сейчас что-то мне голову накрыло. Да, круто. Прям резко плохо стало. Спасибо. Ну, всего лишь 13-е. Да ладно, пофиг, я на результат смотрю. Забегаю, а там все просто ля-ля-ля, жу-жу-жу. И спасибо. Кушай, хочешь кушать? Но мне вначале тоже нехорошо было. Мне казалось, что я разбежалась. Вот где-то километр, не помню. Мне кажется, меня особо не обгоняли. На беге я обгоняла больше. Сейчас 37, как бы по 4:39 получилось. Офигеть. Как бы не было такого, что я терпела, но мысли такие, как бы хорошо сейчас было остановиться. Чемпион мира. Что, заканчиваем на этом блок? Да, и триатлон. И триатлон. Завтрак нового дня. Как в новом статусе Ironman 70.3. Ноги болят. Ну, и голеностоп чуть-чуть. Так, на этом, наверное, заканчиваем. Света хочет вам что-то сказать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик, приходите к Богдану на тренировки. Всем спорт! Всем спорт! Спорт!